Всем привет! Продолжаем совершенствоваться. В этом уроке мы выучим первую пьесу. Изучение пьес станет традицией для всех последующих уроков. То есть каждый новый урок даст вам возможность не просто освоить новые технические приемы, отработать новый теоретический материал, но также выучить новую пьесу, постепенно пополняя свой репертуар произведений. Не задерживаемся, поехали! Прослушайте произведение целиком. Пьеса очень проста, с очень четким ритмом 3 долей каждого такта. Конечно же, это вальс. Теперь детально разберем каждый аккорд и каждый такт пьесы. В первом аккорде прижимаем ноту до на второй струне на первом ладу. Правой рукой защипываем ноту на второй струне, затем дважды на пятой открытой бас-ля. Следующий аккорд очень простой. Первая и пятая открытые струны. Несмотря на то, что левая рука не прижимает струн в этом аккорде, она остается в позиции, ожидая прижатия струн в следующем аккорде. Техника правой руки, конечно же, сохранилась. Один раз защипываем верхнюю струну и дважды басовую. В следующем аккорде прижимаем ноту ре на второй струне на третьем ладу. После ноты ре на второй струне защипываем дважды бас на шестой открытой. Далее опять все очень просто. Вторая и шестая открытые. Снова прижимаем ноту ре на второй струне на третьем ладу. В басу играем дважды ноту ми на шестой открытой. Далее новый аккорд. Прижимаем ноту фа на первой струне на первом ладу. В басу опять шестая открытая. Опять знакомый аккорд. Первая и пятая открытые. Первую половину пьесы завершает такт, в котором нужно сыграть трижды ноту ля на пятой открытой струне. Вторая часть пьесы начинается опять со знакомого аккорда на первой и пятой открытой струне. В следующем аккорде прижимаем ноту соль четвертым пальцем на третьем ладу первой струны. В басу дважды пятая открытая. Дальше нота фа на первой струне на первом ладу. В басу теперь нота ре на четвертой открытой. В следующем аккорде нота ре на второй струне на третьем ладу.
В басу осталась нота ре на 4-й открытой. Далее опять простой аккорд, 2-я открытая струна и дважды 6-я открытая. В предпоследнем аккорде прижимаем ноту ре на 3-м ладу 2-й струны. В басу 6-я открытая. И в последнем аккорде прижимаем ноту до на 2-й струне на 1-м ладу. В басу играем ноту ля на 5-й открытой. И точку в этой пьесе ставит нота ля на 5-й открытой струне, которую нужно будет выдержать 3 удара. Посчитаем. 1, 2, 3. Теперь традиционно разберем наше произведение по нотам. В левой части экрана расположена уже знакомая вам таблица расположения нот на грифе гитары. В правой части экрана я расположил ноты нашего произведения. Перед разбором пьесы введем новое теоретическое понятие. Такое понятие, как такт. Графически один такт представляет собой расстояние между двумя вертикальными линиями. Исключением является только первый такт пьесы, где нет необходимости проводить первую вертикальную черту. Первый аккорд, занимающий целый такт, в котором первая нота в мелодии записывается между 3-й и 4-й линией нотного стана. Это нота до, которая играется на гитаре на 2-й струне на 1-м ладу. В басу будет звучать нота, которая записывается на 2-й добавочной линии нотного стана. Она играется на 5-й струне. Это нота ля, 5-я открытая струна. Вспомним сразу же и практически повторим технику первого аккорда. Второй аккорд, так же как и все остальные аккорды, занимает тоже целый такт. Здесь в мелодии записана нота между 4-й и 5-й линией нотного стана. Это нота ми, 1-я открытая струна. В басу остается та же 5-я открытая струна, нота ля. В третьем аккорде ищем ноту на 4-й линии нотного стана. Это нота ре на 2-й струне на 3-м ладу. А в басу теперь на 6-й струне нота, которая записана под 3-й добавочной линейкой. Это нота ми, 6-я открытая струна. В следующем аккорде находим ноту на 3-й линии нотного стана, нота си, 2-я открытая струна. В басу осталась ми на 6-й открытой. Далее уже знакомый аккорд, где мы прижимаем 4-м пальцем левой руки ноту ре на 2-й струне на 3-м ладу. И в басу осталась 6-я открытая нота ми. В этом аккорде прижимаем на 1-й струне ноту, которая записана на нотном стане на 5-й линейке. Это нота фа, 1-я струна, 1-й лад. В басу остается 6-я открытая. Здесь звучит тоже знакомый аккорд. Ноты записываются между 4-й и 5-й линейкой. Нота в мелодии – это нота ми на 1-й открытой и на 5-й
открытой струне звучит нота ля в басу. В последнем такте первой половины нужно будет сыграть трижды ноту ля на пятой открытой струне. Вторая половина пьесы начинается уже знакомым аккордом, он звучал уже дважды, в этом такте и в этом. Это первая открытая струна, нота ми, а в басу дважды пятая открытая, нота ля. В следующем аккорде прижимаем ноту, которая записывается над пятой линейкой нотного стана. Это нота соль. На первой струне на третьем ладу. В басу остается пятая открытая, нота ля. В этом аккорде прижимаем ноту фа на первой струне на первом ладу. В басу теперь появился новый звук. Это нота ре на четвертой струне открытой. В следующем аккорде ищем этот звук. Нота записана на четвертой линейке нотного стана. Это нота ре, вторая струна, третий лад. В басу осталась четвертая открытая, нота ре. В следующем такте вновь знакомый аккорд, который, к примеру, звучал вот в этом четвертом такте. На второй открытой струне находим ноту си, а в басу играем ноту ми на шестой открытой. Этот аккорд также встречался в пьесе. Например, вот здесь, в пятом такте, находим ноту ре на второй струне на третьем ладу. В басу остается нота ми на шестой открытой. Последний аккорд пьесы играется так. Между третьей и четвертой линейкой нота до, это вторая струна, первый лад. И в басу теперь на пятой открытой звучит нота ля. И в последнем такте звучит одна единственная нота, которую нужно будет выдержать 3 удара. Об этом мы поговорим чуть позже в теоретической части урока. На второй добавочной, как всегда, записывается нота ля. Это пятая открытая струна. Раз, два, три. Теперь старайтесь самостоятельно разбирать пьесу по нотам и выучить ее наизусть, играя без ошибок и без остановок с начала до конца. Ну а теперь небольшой экскурс по теме длительности нот. Самые простые длительности называются так. Целая нота или пауза, половинная, четвертная, восьмая, 16. Давайте представим несколько простых формул для того, чтобы вам было понятно, сколько времени нужно выдерживать ту или иную ноту или паузу в каждом произведении. Давайте представим, что произведение у вас состоит только из целых и только из половинных звуков или пауз. Нетрудно догадаться, что половина ровно в 2 раза меньше, чем целая. Итак, если у вас целая нота звучит, к примеру, 4 секунды в данном произведении,
то половинная нота, соответственно, будет звучать ровно 2 секунды. Это не значит, что все целые и половинные ноты нужно играть по 4 и по 2 секунды во всех произведениях. Это совсем не так. В каком-то произведении эта нота может звучать 3 секунды, соответственно, это будет звучать ровно 1,5 секунды. Если представить это шагами, к примеру, представьте, что вы проходите определенную дистанцию за 16 шагов, каждый из которых абсолютно равен по длине и по времени предыдущему. Это означает, что если целая дистанция 16 шагов, то половина этой дистанции всего 8 шагов. Соответственно, четверть такой дистанции будет составлять всего 4 шага, потому что четверть от 16 – это 4. Внимательно рассмотрев эти формулы в таблице, можно легко понять, сколько в каждой длительности есть других длительностей. Например, если у вас в произведении основной ритм идет 8 нотами, и вдруг у вас встречается половинная нота, это значит, что после игры 8 нот вам эту ноту нужно будет выдержать 4 удара 8. Мы еще много раз будем обращаться к этой теме и будем рассуждать о том, как играть разные ритмические формулы. А теперь перейдем к вот этой простой ритмической формуле. Итак, что означает точка, которая стоит рядом с нотой? Точка, которая записывается рядом с нотой, означает, что эту ноту нужно продлить ровно наполовину. И если в половинной длительности у нас 2 четверти по длине, то ровно половина от половинной это будет 1 четверть, как и записано в этой ритмической формуле. То есть половинная с точкой по длине равна половинной плюс четверть. Или 3 четверти. Теперь еще раз взглянем на вальс и окончательно поймем, почему же последнюю ноту нужно было выдерживать 3 удара четвертями. Вот он, последний такт с последней нотой в басу, которая записана как половинная с точкой. То есть в этой ноте содержится по длине целых 3 четверти. Вы можете задать справедливый вопрос. А как же эти ноты, которые в мелодии в каждом такте записаны тоже как половинная с точкой? Неужели их нужно выдерживать тоже по целых 3 удара четвертями до того, как начинает звучать бас? Но это не так. Ведь голоса в одном и том же произведении звучат параллельно. Просто в некоторых голосах иногда возникают паузы. Например, эта пьеса состоит из 2 голосов – верхнего и нижнего. И в нижнем голосе всегда на первой доле возникает пауза, на первой доле каждого такта. Это означает, что когда нота в мелодии начинает свое звучание, а здесь записана четвертная пауза, то в нижнем голосе нужно ожидать ровно четверть. То есть расстояние от этой ноты до этой четверть. И так как расстояние от первой ноты в каждом такте до второй четверть, то ритм во всем произведении очень ровный. И все двигается четвертями. При этом каждая нота в мелодии звучит всегда до конца такта. И ее сменяет следующая нота в мелодии. Или же, как в последнем такте первой половины или в самом конце произведения, в мелодии нет никаких звуков, поэтому здесь выставлена пауза. На этом, пожалуй, все. Оставляйте комментарии, делитесь впечатлениями, чтобы наши уроки стали еще более интересными и продуктивными.